26 октября 2024 года GTA San Andreas исполнилось немыслимых 20 лет. Да, вы не ослышались, с момента выхода этой легендарной части серии прошло так много лет. За эти 20 лет вышло аж целых две новые части GTA. Всякие истории и прочие мобильные порты считать не буду. С тех пор многое изменилось в игровом мире и реальном. Абсолютно все и не один раз. И сегодня в этом видео я хочу вернуться в тот далекий 2004 год, аккурат в самое начало эпохи Сан-Андреаса, и вспомнить, как все это было. Как Rockstar вообще пришли к Сан-Андреас, рассказать про свой опыт с данной игрой, а также поговорить о дальнейшем развитии данной игры после релиза. Ведь помимо того, что игра просто вышла на всевозможные тогда платформы, данная игра, по моему мнению, стала самой любимой частью для многих на долгие годы вперед. Устраивайтесь поудобнее и давайте приступим. Далекие нулевые – это время, когда игры были совсем другие, разработчики старались максимально угодить аудитории, слушали, что хотят игроки, и почти не забивали болт на свои же игры. Но чтобы понять, почему же GTA San Andreas так сильно понравилась игрокам, нужно отмотать время еще немного назад. 2001 год. Тогда еще малоизвестная студия DMA Design, позже которая станет Rockstar North, выпускает свой главный хит на то время – GTA 3. Эта игра стала основой всей 3D вселенной серии, и именно благодаря данной игре мир увидел, что GTA может быть трехмерной. GTA 3 очень быстро завоевала популярность. Несмотря на все технические проблемы, скандалы и довольно мрачную атмосферу, она стала самой продаваемой игрой 2001 года, вследствие чего Rockstar быстро поняли, что не стоит останавливаться на достигнутом и нужно как можно быстрее, пока аудитория подогрета, делать следующую часть. И уже 21 мая 2002 года анонсируют следующую не менее культовую GTA Vice City, в которой Rockstar сделали ставку на 80-е и не прогадали. Они взяли за основу все самое лучшее из культовых фильмов и сериалов тех лет, таких как «Лицо со шрамом», «Путь Карлита», «Майами Вайс» и многие другие. Все это дополнили в своем стиле, сделали красивейший для тех лет Vice City с его незабываемой атмосферой, и на выходе получилась новая культовая игра, которая также стала самой продаваемой игрой 2002 года. Стоит отметить, что яркая Vice City была гораздо приятнее визуально, нежели хмурая и холодная GTA 3, но с технической точки зрения игра была практически такой же. В Vice City не было никаких существенных нововведений, и при детальном рассмотрении было видно, что игру делали наспех, да и с каждой частью градус крутости игры нужно было повышать. После Vice City игроки гадали и строили разные теории, какой же будет новая часть серии. И Rockstar понимали, что в третий раз им, вероятно, уже не удастся отделаться просто сменой декораций. Потребуется как следует поработать над следующей частью серии, чтобы заработать еще больше авторитет и без того лояльной аудитории. 2003 год. На первую годовщину с момента выхода Vice City Rockstar анонсирует следующую часть серии. Тогда ходили разные слухи о содержании игры. В основном все сводилось к двум теориям. Действие игры будет происходить в современном городе Сан-Андреас, основанном на Сан-Франциско, Калифорния, или же в 1970-е годы в Син-Сити, основан на Фениксе, Аризона. Данные теории могла породить новость от Take-Two Interactive, так как в декабре 2003 года компания зарегистрировала торговые марки, имеющие отношение к серии GTA. Официально это сообщение появилось лишь в январе 2004 года, и тогда уже стало очевидно, что эти названия предназначены для грядущих игр серии. Первые подробности по игре появились в марте 2004 года, когда было заявлено, что Сан-Андреас это не один город, а целый штат с 3 городами. Эта новость обрадовала фанатов, ведь раньше в играх серии максимум, на что могли рассчитывать игроки, это один город с разными островами, а здесь целых 3 города в одной игре. 26 октября 2004 года GTA San Andreas выходит на PlayStation 2. Именно в этот день, 20 лет назад, вышла легендарная, культовая и, вероятно, самая значимая для многих игроков часть серии. К сожалению, мне так и не удалось поиграть в GTA San Andreas на PlayStation 2, но позже я видел видео, как играют на PS2, и даже спустя много лет это выглядело безумно атмосферно. Представьте масштаб эпичности. 2004 год, никаких соцсетей, лишь только гайд с игрой и консоль. И ты сам во всем этом разбираешься, погружаясь во всю эту крутейшую атмосферу. Для меня, как и для большинства СНГ комьюнити, все самое интересное началось летом 2005 года, так как 7 июня того же года игра выходит на ПК. Я узнал про GTA San Andreas, находясь в летнем лагере. Каким-то образом мне в руки попал игровой журнал, номер которого был посвящен GTA San Andreas. Как сейчас помню, я сильно офигел от того, что было в той статье. Я помню, там рассказывали про новые возможности, такие как кастомизация, тату, одежда, спортзал, про разные виды транспорта, что главный герой может плавать и многое другое. После Vice и GTA 3, где все было сильно проще, это оказалось фантастикой. В целом, релиз San Andreas на ПК это вроде и хорошее событие, и нет. PS2 версия игры, как принято считать, это
это эталон, в ней минимум ошибок и максимум контента и атмосферы. С ПК-версией все иначе, ведь при портировании игры на Windows игра сильно пострадала в плане контента, стало больше багов, а также на ПК у игры улетучилась та самая легендарная PS2 атмосфера в виде оранжевого фильтра и прочих постэффектов, которые многим так нравятся. Позже, анализируя отличия, у меня возникало мнение, будто этими играми занимались вообще разные люди, так как уж очень много мелких деталей, которые есть на PS2 версии, но нет на ПК. На эту тему есть ряд интересных видео на канале Вадим М. Но несмотря на все отличия между консолью и ПК, я, как и многие другие, тогда про это даже не знал. Игра работает, игра крутая, и этого было достаточно. В то время это были исключительно пиратские копии San Andreas, с не пойми как сделанным переводом, дополненные багами и прочими прелестями пиратства нулевых. Официально игру издадут у нас лишь в 2010 году, а пока был доступен легендарный потраченный перевод, отсутствие радио для экономии места на диске и многое другое. И так многие играли еще очень долго, не подозревая, что может быть как-то иначе. И вероятно лишь единицы, у кого были PS2, могли насладиться той самой правильной San Andreas. Пока ПК-бояре играли в непонятно что по меркам консольной версии. И это один из немногих случаев, когда консольный вариант затащил. Но в случае с GTA серией случай не единственный, так как была еще GTA 4. Oh shit. Here we go again. Выход San Andreas на ПК развязал руки пиратам и всем мамкиным хакерам всех мастей. Официально игры еще не было на территории РФ, но пираты обходными путями быстро наладили производство игры, сделали на коленке русификаторы и торговали игрой направо и налево. Игру сметали с прилавков быстрее, чем успевал остыть диск после печати на него обложки. Вскоре, немного наигравшись в оригинал, начали появляться первые модификации, которые сводились к простому редактированию параметров, так как большую их часть можно было редактировать через простой блокнот. GTA моддинг нулевых это было что-то. Чего там только не было. Кто застал то время, наверняка помнит сотни разных магазинов по продаже дисков, в которых торговали сборниками с десятком разных новых частей GTA, где каждая сборка преподносилась как абсолютно новая игра, хотя называть все это сборкой язык не повернется. По факту пару новых моделей авто, какие-нибудь еще несущественные изменения и все. Моддинг тех лет был суровым и беспощадным. Я не раз попадался на хитрые ухищрения пиратов, когда шел в магазин за новой игрой. Видел яркую красивую обложку, на которой было написано что-то типа «Встречайте, абсолютно новая GTA, такого вы еще не видели». На обороте мелкие непонятные скрины вообще от других модов, которых даже нет на этом диске. Но кто об этом тогда мог знать? Расстаешься с накопленными на обедах деньгами, бежишь домой, ставите этот шедевр. Но позже, после всех действий и запуска игры, и это еще повезет, если все запустится, ты понимаешь, что где-то тебя сильно обманули. Ведь от обещанной новой GTA получаешь стандартную San Andreas с парочкой новых машин, каким-нибудь измененным персонажем или вступлением и так далее. Конечно, были и крупные моды, такие как Криминальная Россия, которая потом вообще перерастет в отдельный мультиплеерный проект, и ее концепция будет и по сей день жива. Из крупного вспоминается GTA Andarius, конечно, та еще психоделика, но что тогда, что сейчас смотрится довольно интересно. В общем, было много всего как интересного, так и трэшового. Наши мододелы внесли огромный вклад в развитие GTA моддинга. Но вот исправлять и улучшать именно то, что уже имелось в те годы, мало кто пытался. Или это просто было не так популярно, и большая часть игроков просто хотела пофаниться в игре. Позже на пике моддинга San Andreas появился SAMP. Первые версии появились в 2010 году, и спустя короткое время SAMP превратился в новую волну хайпа. Я играл в SAMP и какое-то время активно. Было это примерно в 2012 году, я немного играл на DM серверах, но понял, что не обладаю нужным скиллом и ушел на SAMP РП. Работал на полях, фабриках, служил в армии и прочая РПшная рутина. В то время все это было прикольно обыгрывать, все эти ситуации, но уже тогда я начал понимать, что это лютейший проеб времени. И позже я съехал с этой темы и поехал отыгрывать армейский ролплей в реальной жизни. А SAMP тем временем развивался и дальше, рос в геометрической прогрессии, все продлевая жизнь игре. И позже многие проекты переросли вообще в нечто далекое от San Andreas, где общее с игрой был лишь движок, а все остальное было полностью заменено. Сейчас, спустя столько лет, мультиплеер San Andreas по-прежнему жив и вполне хорошо себя чувствует, и вероятно так будет еще очень долго. Рано или поздно это должно было случиться, так как ранее это уже произошло с Vice City и с GTA 3. Мобильный порт San Andreas, как оказалось, получился совсем не таким удачным, как предыдущие две игры 3D вселенной. Любители мобильных GTA, не обижайтесь, но мобильный порт GTA San Andreas это просто Тупое говно тупого говна. Ремастеры трилогии. Их ждали, о них мечтали миллионы людей. Данное недоразумение увидело свет в ноябре 2021 года. Что по итогу? Очередной лютый обсер от Grove Street Games. Это все те же люди, которые люто обосрались с мобильной GTA San Andreas. В очередной раз уже плюющие на фанатов Rockstar Games забили болт на качество и допустили до релиза сами знаете что. Помните тонны видео и разного хейта во время всей той шумихи после выхода Definitive Edition. Было и весело, и грустно одновременно. Грустно от того, что я и, вероятно, многие 10
десятилетиями мечтали о хороших ремастерах, а по итогу получили вот это. А весело тех, кто пишет в комментариях, что ремастер топ, крутая графика, Rockstar не виноваты, они же не делали эту игру и прочее. А то, что уже вот 3 года будет как вышло это дерьмо, и там как были тупейшие баги, кривое управление и куча других проблем так и осталось, это конечно же другое. Главное, графика лучше, чем в игре 2004 года. По моим наблюдениям, примерно с 2014 года комьюнити начало активно исправлять ПК-версию игры. С тех пор вышли сотни качественных модов, тысячи исправлений, которые устранили разные ошибки и недоработки, дополнили игру вырезанным контентом и многое другое. Можно сказать, что игра получила заслуженную вторую жизнь благодаря правильным модам. Сегодня можно очень сильно улучшить игру, сделав ее в разы лучше той самой эталонной PS2 версии, как визуально, так и технически, а также дополнить новыми классными фичами для комфортной игры. А если же сравнивать с оригинальной ПК-версией и модифицированной, то разница будет колоссальной. Но, к сожалению, даже сейчас есть еще над чем поработать, и возможно, когда-нибудь прогресс дойдет до того, что фанаты сделают свой эталонный ремастер, например, с Definitive Edition, так как все же там современный движок и больше шансов сделать хороший вариант для игры. Хотелось бы во все это верить. У меня на канале есть много видео на тему моддинга GTA San Andreas. Несколько последних отлично подойдут тем, кто любит классическую атмосферу игры. Кому эта тема интересна, обязательно посмотрите. На протяжении всей довольно-таки длинной жизни San Andreas эту игру преследуют разные события, как хорошие, так и не очень. Так случилось, что вокруг этой игры образовалось большое уникальное комьюнити, которое, несмотря на все минусы и проблемы, искренне любит эту игру. И год за годом, благодаря фанатам, игра живет и развивается в той или иной сфере. Моддинг, мультиплеер, ремастеры и многое другое. Все это заставляет игру жить. И как мне кажется, так будет еще долго. Представьте, если на 30-летие игры я выпущу подобный ролик. Насколько изменится игра еще через 10 лет. Очень интересно. Надеюсь, за это время никакой метеорит не упадет или чего еще. В общем, GTA San Andreas, спасибо за детство. И вот этим еще ребятам спасибо за их поддержку на Бусти. И всем, кто пишет комментарии, ставит лайки и прочее, тоже респект. Жду от каждого в комментарии мини-историю знакомства с San Andreas. На этом мой рассказ подошел к концу. Увидимся в новых видео.